Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про китовый объектив для полнокадровых камер Sony 28 мм на 70 мм f3.5, f5.6. Объектив этот появился в 2013 году, когда, собственно, была представлена первая полнокадровая беззеркальная камера Sony Alpha A7. Ну, конечно же, full-frame оптики под E-байонет тогда вообще-то не было. Вышло одновременно с камерой всего лишь 5 объективов. И, в принципе, люди, кто покупали себе первую Альфу семерку, довольствоваться могли только вот нашим сегодняшним героем 2870. Темненьким зумом, не самым, наверное, выдающимся все-таки, да, по своим характеристикам, но тем не менее. Также при желании они могли сделать, конечно же, апгрейд на Sony Zeiss 2470, который значительно был дороже, чуть-чуть посветлее, там на полстопа. Про него я недавно рассказывал, собственно, у меня есть видео на канале, если не видели его, еще посмотрите. Но вот целесообразность такого апгрейда я бы оставил пока что за рамками видео, потому что в будущем я хочу все-таки более подробно сравнить эти два объектива, посмотреть, насколько большая между ними разница, потому что в цене между ними разница прям очень существенная, прям многократная. А вот насколько она велика именно в качестве картинки, вот это, конечно, большой вопрос. И с этим постараюсь я разобраться и, может быть, вас даже как-то этим поразвлечь. Сегодня же поговорим конкретно вот про 2870 объектив, обычный соневский кит на полный кадр. Вообще, в целом, я достаточно спокойно отношусь к китовым объективам. Большинство из них, конечно, прям хлам. Иногда они могут показать неплохой перформанс какой-то, то есть ты прям снимаешь, удивляешься, думаешь, нифига себе, я на кит что-то такое приличное даже снял. Ну и вообще киты довольно неплохо себя показывают, если не ставить перед ними каких-то невероятных сверхзадач. То есть, если ты прекрасно понимаешь, что кит может, а чего он не может, то можно добиваться вполне хороших снимков, приятных достаточно глазу. Сейчас, кстати, у меня есть вообще все киты, которые были под APS-C формат в зеркальную еще эпоху, то есть там и под кэноновскую систему EFS, и под DX Nikon, и под Соньку, там на А-байонете и пентаксовский кит есть. То есть у меня, в принципе, все киты есть, которые сколько-нибудь важны. И если интересно, я могу, кстати, про них рассказать. Можем устроить баттл китов, заодно выявим лучших и худших. В принципе, у меня примерно там в голове есть уже мыслишки, что из них получше, что похуже. Но вообще было бы интересно детально разобраться, посмотреть, какие киты прикольные и в чем они там проявляют свои какие-то, может быть, нюансы. Ну, я опять отвлекся, извиняюсь. Давайте вернемся все-таки к 2870. Но светосила у него стандартная, переменная, как вот у всех обычных китов f3.5, f5.6. При этом длина зума у него немножко короче, чем у китовых стекол для APS-C формата. Там обычно где-то в эквиваленте 28-80, ну так, плюс-минус, да, в таком вот диапазоне. Здесь 28-70 получается. Ну и давайте глянем на объектив для начала в моих руках. Объектив очень легкий, всего лишь 295 граммов. Сделан он, очевидно, не из дорогого какого-то там пластика или металла, а из достаточно дешманского, даже с какими-то тут местами вон видимыми швами сочленения вот этих пластмассовых деталек. Но меж тем ничего не люфтит, зумирование осуществляется здесь прям очень плавно. Причем кольцо как зума, так и кольцо ручного фокуса покрыты резинками для предотвращения скольжения. И эти резинки явно со временем, да, деграднут и рассохнутся, но пока что они в полном порядке. То есть, если там экстремальным каким-то условиям не подвергать, наверное, он может долго послужить. И раз уж мы тут про резинки заговорили, сразу говорю, что никакой влагозащиты тут нет и в помине. То есть, с этим надо быть осторожно. Сзади, когда мы смотрим, здесь байонетное крепление из металла, что, в общем-то, отлично. Но, опять же, да, как я уже говорил, влагозащиты нет, здесь нет и резинового такого колечка. Но зато можно увидеть, насколько далеко задний элемент от конца тубуса. И тут просто какая-то пустота, что наводит на мысль, что объектив создавался под А-байонет изначально. И должен быть, наверное, был
короче, но нарастили искусственно переходник, как делал поначалу Sigma, когда она переносила свои арт-стекла с зеркалок на E-байонет Sony. Но это чисто конспирология с моей стороны, хотя звучит достаточно логично и не противоречиво. Зумирование, кстати, происходит вот этими вот странными волнами, то есть он чуть увеличивается, чуть уменьшается. Ну, не знаю, мне такой вариант не очень нравится. Как видите, здесь диаметр светофильтра довольно небольшой, кстати, 55 мм. Для полного кадра это вообще отличный показатель, то есть легко будет найти недорогой какой-нибудь светофильтр. Но тут и светосила невелика, 3,5, 5,6 всего лишь. Да и фокусные такие, не самый большой разлет, 28-70. Это даже не трехкратный зум. Начинается обычно такие классические зумчики с 24 мм. Ну, мне, честно говоря, до лампы. 24 мм редко бывает нужно, а вот 28 мм мне как раз нравится. В объективе также имеется стабилизация, вот это вот Optical Steady Shot, OSS. Собирался он, кстати говоря, тоже в Таиланде, скорее всего, на том же заводе, где и Zeiss, который я не так давно обозревал. Объектив, конечно, темненький, и в ночи особо на него совсем уж безболезненно не поснимаешь, но отчасти такая маленькая диафрагма, она все равно компенсируется все-таки наличием OSS, ну или как там Sony Optical Steady Shot называют это сокращенно. То есть, короче, система стабилизации оптическая есть в самом объективе, и она, пару-тройку стопов реально позволяет выиграть. К тому же этот объектив я использовал на Sony A7M III, то есть на третьей семерке, где есть еще стаб на матрице, но он, конечно, по эффективности вообще никакущий, там ему, особо матрицы негде разгуляться, все-таки маленький достаточно байонет. Но тем не менее, да и в принципе на A7M III вообще без разницы, можно и ISO поднимать, там над этим можно голову и не ломать. Темное относительное отверстие также не позволяет использовать объектив и в качестве какого-то портретника. У него бокешка не то чтобы прям совсем чудовищная, да, она в большинстве случаев реально никакущая, немножко рваная, но если что-то прям совсем близко снимаешь, то выглядит не так уж и страшно. Но при съемке портретов, опять же, у него очень уж высокая резкость на всех фокусных в центре, и это скорее минус, потому как для меня, например, более предпочтительно то, как себя ведет Tamron, к примеру, 28-75. Он на 75 мм начинает довольно сильно мягчить, и это круто на открытой особенно диафрагме, потому что ты снимаешь портрет, и тебе потом меньше трахаться с ретушью кожи. Здесь же резкость остается всегда в центре очень хорошей, и очень сильно это подчеркивает любые дефекты и неровности кожи. Но опять же, как я сказал, зато круто то, что объектив реально очень близко фокусируется, можно снимать такое прям приятненькое почти что макро. Всякие цветочки какие-то и другую вот такую мелочь, на него в принципе здорово снимать, потому что действительно у тебя задний план будет хорошо заблюрен, а на переднем плане резкость в середине будет прям очень достойная. И да, я уже несколько раз упомянул, что в центре действительно резкость очень высокая, это прям отличное качество у этого объектива, но в то же время у него и на всех фокусных довольно сильное заметное падение резкости к краям кадра. То есть не просто, да, там чуть поменьше становится, а прям реально видно визуально, что довольно большой такой скачок качества изображения от центра к краю происходит, прям такой перепад. Ну и на всех фокусных наилучшие результаты на самом деле он показывает на стандартной достаточно такой среднестатистической диафрагме
8. То есть все, что меньше, там мягковато довольно-таки, все, что дальше, уже смысла большого не имеет, потому что ты, сильнее прикрывая, будешь дальше увеличивать только грип и длину выдержки, не более того. То есть F8 это такой вот его рабочее значение, на нем реально классно снимать и работать. На открытых бы диафрагмах я бы снимал только в крайнем случае, то есть когда уж совсем не хочется поднимать ISO, там, и ты с рук снимаешь, например, f3.5 на широком и на длинном f5.6, все-таки довольно сильно мягкие у них углы получаются, поэтому я бы не рекомендовал. Присущая объективу на всех фокусных и достаточно сильная дисторсия, что на широком углу довольно мощная бочка, что на длинном углу очень сильная подушка. В общем, нормальная, ровная, более-менее картинка получается только в середине фокусных на 50 мм. В остальных случаях у тебя, конечно, довольно значительный кусок кадра обрезается по краям из-за того, что у меня, например, включена была внутрикамерная поправка дисторсии. Естественно, ты этого, в общем-то, не увидишь, если ты не обратишь внимания, потом в RAW-файлах не подключаешь, чтобы посмотреть, как это выглядит. Но в целом имейте в виду, что дисторсия реально довольно сильная, картинку сильно корежит, и ее кусок там такой приличный у вас камера отрубит при исправлении. Ну и хроматические аберрации здесь, конечно же, тоже присутствуют, но они всегда только-только по самым краям. В центре кадра я их вообще не ловил. То есть, естественно, у меня опять же была включена коррекция хроматических аберраций, возможно, их должно было бы быть и больше. Но в целом камера прекрасно с их исправлением справляется, все в автоматическом виде у тебя прекрасно выглядит. Только в самом краешке бывают там циановая каемочка, там фиолетовая, прям очень их мало, едва заметны. Серьезной какой-то проблемой они не являются. Исправляются буквально одним кликом на компьютере при постобработке. Ну и обобщим все мною сказанное. На этот объектив, если ты снимаешь на закрытой дырке и со всеми включенными коррекциями внутрикамерными, то получается очень достойная картинка. Я бы не сказал, что реально кадры с этого 2870 как-то сильно хуже, чем картиночки, которые я делал на 2470 цейсовский, который гораздо дороже. Конечно же, у дешманского пластикового кита резкость поменьше, чем у того, по полю кадра менее равномерная. Естественно, здесь больше хроматических аберраций, сильнее дисторсии, но, опять же, это все легко поправимо, не так уж критично, то есть это не то, что там прям сильно херовая картинка, прям полный мусор. Нет, она просто чуть похуже. И в большинстве съемочных ситуаций, в которых я использовал этот объектив, то есть таких спонтанных каких-то снимков, он качество картинки с него меня более чем удовлетворяло. Так что могу резюмировать, что если вы покупаете себе сейчас, допустим, полнокадровую Соньку именно с этим китом, она вам достается, то вы можете не торопиться его сбагривать куда-то там на Авито или еще куда-то сливать там. Оставьте себе, он прекрасно, в общем-то, снимает для каждодневных каких-то снимков абсолютно случайной какой-нибудь ерунды, он прекрасно подходит, а на случай каких-то серьезных съемок, допустим, там тебе надо интерьер какой-нибудь снять, можно широкоугольник какой-нибудь фикс купить, или там, допустим, для портрета можно купить фикс-портретник. То есть это реально неплохой универсальный зум-объектив, такой 2,5 зум. Да и вообще, если вы стеснены как-то в средствах, то это отличное бюджетное стекло на систему вот эту соневскую. Стекло буквально стоит какие-то копейки, а при
при этом, ну, по крайней мере, на 24-мегапиксельных камерах Sony выдает очень приличную картинку, вполне адекватную. Он собран, конечно, из какого-то дешманского пластика, но при этом он довольно легкий и небольшой, поэтому с маленькими, в общем-то, тушками с фиговым хватом Sonic его вполне комфортно использовать. У тебя он не перевешивает, и тебе не приходится там руку постоянно перехватывать как-нибудь, если ты носишь в руке камеру. Да, у него нет влагозащиты, но опять же, соневские камеры я бы на предмет их влагозащищенности проверять тоже не стал. То есть, в принципе, он такой для съемки в солнечный денек. Ну и да, он темный, у него диафрагма 3.5, 5.6. Но опять же, если ты будешь этот объектив использовать для каких-то каждодневных случайных снимков, то в основном ты будешь его реально использовать в солнечный денек и снимать на f8, на котором у него, в принципе, более-менее адекватная картинка. Ну, я надеюсь, для вас этот краткий обзор окажется достаточно полезным, чтобы вы мне поставили лайк и подписались. Ну и вообще, в целом, пишите в комментариях, что вы думаете про этот объектив. Наверняка кто-то из вас его использовал. Мне, в общем, тоже фидбэк ваш интересен. Ну, а я тогда с вами прощаюсь. До новых встреч, пока.